Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать данную корзинку. Очень простой узор и красиво смотрится. Данным узором вы можете связать не только корзинку, но и использовать его для сумок. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, так вы поможете мне в продвижении моего канала. Также для вязания нам потребуется полиэфирный шнур 4 мм, либо можно использовать хлопковый шнур 3 мм и крючок под вашу плотность вязания. У меня 4,5. Приступим к вязанию. Начинаем с кольца амигуруми. Делаем кольцо и провязываем в него 6 столбиков без накида. Стянули кольцо как можно сильнее. Теперь нашу последнюю петлю нужно вытянуть. Заводим крючок под горизонтальную первую косичку нашу. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Теперь можно взять крючок поменьше и вводим крючок в раскол нашего столбика. И выводим нашу петлю на лицевую сторону. Таким образом, теперь провязываем столбик. Наш хвостик ввязываем в ряд. Все подтягиваем, чтобы аккуратно все смотрелось. Теперь мы вяжем по схеме круга. В первом ряду в каждый столбик делаем прибавление. То есть в это место нам нужно провязать еще один столбик без накида. Первый ряд, в каждый столбик прибавка. Провязали первый ряд, в каждый столбик прибавка. Теперь делаем соединение. Также под первую горизонтальную косичку мы вводим крючок, петлю вытягиваем посильней. Выводим наизнанку и подтягиваем, чтобы вот это место было примерно таким же размером, как наши косички. И теперь нам нужно ввести крючок под первый столбик нашего предыдущего ряда, когда мы провязывали. Вот он. Вот второй, его тут достаточно хорошо видно. Первый немножечко спрятан. В него сейчас будет сложно попасть, достаточно туго. Нить немного подтягиваем. Выводим, подхватываем и выводим на лицевую сторону. И провязываем столбик. Наш следующий ряд — это чередование. Одиночный столбик, прибавка, одиночный, прибавка. Следующий столбик мы провязываем прибавление. Следующий наш столбик, один столбик без накида. И далее прибавка, так до конца ряда. Из ряда в ряд мы делаем одинаковое соединение. Наш третий ряд, теперь мы будем вязать 2 одиночных столбика и прибавка. Чтобы круг был ровным, нам необходимо вязать в шахматном порядке, и
на прибавки из прошлого ряда не делать сверху прибавки. Поэтому мы сейчас провязываем в первый столбик прибавления. Далее 2 одиночных. И потом прибавка. Потом 2 столбика без накида, прибавка. И так чередуя. Пятый ряд мы провязываем 3 одиночных столбика без накида и 1 прибавка. Таким образом чередуя до конца ряда. Вы вяжете столько рядов донышка, сколько вам необходимо. Провязали донышко нужного нам размера. Последний ряд соединения не делаем. Сейчас мы будем делать обвязку нашего донышка. Для этого нам нужно вывести нашу рабочую петлю на нашу сторону, да, вот где мы вяжем. И делаем такую большую петлю, так скажем. Так это выглядит. Далее выводим, теперь вытягиваем, да, нашу последнюю петлю, как обычно. Заводим крючок под первую горизонтальную косичку. Подхватываем нить. Выводим. Здесь все подтягиваем. Теперь нам необходимо завести крючок. Вот наша последняя косичка была. Заводим крючок с задней стороны, с изнанки. Подхватываем вот эту нашу петлю и провязываем. Смотрите, чтобы не была слишком туго вот эта петелька. Теперь нам нужно делать обвязку. У нашей длинной петли одна часть тянется, другая не тянется. И теперь нам необходимо вязать за ту часть, которая не тянется. Мы будем делать обвязку, идем под следующую косичку, заводим крючок, подхватываем нить и провязываем соединительный столбик. Таким образом мы вяжем весь наш круг. Тянем за вот эту часть, которая тянется, и далее провязываем. Не делаем слишком тугие соединительные петли. После того, как провяжете весь круг, донышко необходимо отпарить и дать ему просохнуть. Сделали обвязку до конца, и у нас остался последний столбик, куда нам надо провязать в это же место, откуда у нас уже выходит косичка. Провязываем, тянем за нашу нить. Теперь немного вытягиваем столбик, заводим крючок под нашу первую горизонтальную косичку, с которой мы начинали. Подхватываем ниточку, можно вытянуть даже побольше. И провязываем столбик. Теперь мы вяжем столбики без накида, подготовительные 2 ряда. Первый ряд у нас идет под наши косички, которые мы только что провязывали. Второй ряд мы вяжем не в раскол, а просто столбики без накида над косичками. Сейчас соединение у нас будет немного отличаться, так как мы будем вязать не в раскол. Заводим также крючок под горизонтальную косичку, выводим нить назад. Все аккуратненько подтягиваем. Теперь крючок вытаскиваем, заводим под косичку, подхватываем рабочую нить,
и заводим крючок в нашу петлю, которую мы вытягивали. И теперь провязываем столбик и вяжем просто под косички. В конце ряда делаем такое же соединение. Приступили к вязанию третьего ряда, сделали соединение, это наш первый столбик. И в третьем ряду мы уже будем провязывать наш основной узор. Следующий столбик мы провязываем столбик без накида. Далее возвращаемся назад под наш первый столбик, вот здесь вот небольшое отверстие под ним. Заводим туда крючок, вытягиваем нить. Вот он наш второй столбик, который мы провязывали. И под ним, можно сказать, вот он, вот идут наши два столбика. Опускаемся вниз на 2 ряда и под самый нижний столбик заводим крючок. Вытягиваем нить и провязываем 3 петли на крючке. Таким образом. Далее. Следующий столбик, вот она косичка, ее немного прикрывает наша длинная галочка, мы ее пропускаем. Провязываем столбик без накида под следующую косичку и еще один столбик. Делаем то же самое, заводим крючок под первый столбик, вытягиваем нить. Теперь вот он наш второй столбик. Смотрим, идем вниз, под самый низ заводим крючок, вытягиваем и провязываем 3 петли на крючке. Чтобы было понятнее, допустим, как ориентироваться, куда провязывать длинную петлю, вот наша длинная петля, 2 столбика. То есть тут посмотрели, 2 столбика отступили, и в следующий мы провязываем. Далее здесь немного эта косичка прикрывается, мы ее пропускаем, провязываем под следующий 2 столбика. Под первый столбик заводим крючок, выводим нить. Также тут смотрим, 1-2 столбика пропускаем, вяжем под третий, самый низ. Таким образом мы провязываем до конца ряда. Это наш раппорт узора. Подошли к концу нашего ряда, провязываем также 2 столбика без накида, заводим крючок под первый столбик и идем в основание третьего столбика. Вот отсчитываем от нашей последней петельки длинной 2 столбика, вот он третий, подхватываем нить и провязываем. И делаем такое же соединение, как до этого. Заводим крючок под горизонтальную косичку, выводим нить. Все аккуратно подтягиваем. Теперь заводим крючок просто под косичку, подхватываем рабочую нить, выводим на лицевую сторону. После чего заводим крючок в нашу петлю, которую вывели, и провязываем столбик. Далее мы провязываем следующий столбик без накида и делаем, как в прошлом ряду. Заводим крючок в основание первого столбика, вытягиваем косую петлю. Теперь нам нужно определиться, куда мы будем вводить крючок, чтобы вытянуть длинную петлю. Вот она, наша длинная петля, рядом с ней столбик. Мы опускаемся под него, то есть на 2 ряда вниз, первый ряд, второй ряд, и вводим под него крючок и вытягиваем длинную петлю. Столбики можно всегда поправлять, если у вас вдруг перекрутилась нить, перевязать. Далее мы провязываем 2 столбика без накида,
первый столбик также вводим крючок, вытягиваем косую петлю, смотрим длинный столбик, вот рядом с ним столбик, и под него мы вводим крючок. И провязываем 3 петли на крючке. Таким образом мы вяжем до конца нашего ряда, и все последующие ряды у нас вяжутся одинаково. Для того, чтобы также корзина была плотнее, вы подбираете крючок под вашу плотность вязания. Можно взять не 4,5, а 4, допустим, чтобы корзина была плотнее. Вязать можно из хлопкового шнура, а также и из трикотажной пряжи. Смотрим. Вот он, столбик рядом с длинной петлей, и под него заводим крючок. В конце ряда также провязываем наш узор. Провязали 2 столбика без накида. И вот находим наш столбик, в который нам сейчас нужно провязать длинную петлю. То есть вот здесь вот короткая петля у нас шла, косая, и под ним столбик, и туда заводим крючок. И делаем соединение. Провязываем еще один столбик без накида под следующую косичку. И как всегда мы начинаем так вязать каждый наш ряд. Заводим крючок под первый столбик, косая петля. Дальше находим наш столбик, куда мы будем сейчас провязывать длинную петлю. Отсчитываем 2 ряда. 1, 2, провязываем в нижнюю часть. Втягиваем и провязываем 3 петли на крючке. И длинная петля у нас теперь будет вязаться как бы в то же место, откуда выходит наша вот эта косая короткая петелька. Туда вот заводим крючок, вытягиваем и провязываем. И вяжем нашу корзинку до нужной вам высоты. Довязали корзинку до нужной нам высоты. Теперь в последнем ряду мы не делаем соединения, и нам необходимо отмерить нить. Вот таким вот образом вокруг корзинки делаем 5 оборотов, чтобы сделать обвязку. Сделали 5 оборотов и обрезаем нить. Теперь из последней петли нить вытягиваем. Заводим крючок под первую горизонтальную косичку, подхватываем нить и выводим. Заводим крючок под заднюю перемычку и в середину косички. Таким образом мы закрыли ряд. Теперь нам необходимо обвязать нашу корзинку. Обвязывать мы будем за заднюю дужку нашей косички. Подхватываем нить, выводим. Далее идем по следующую косичку, подхватываем и провязываем соединительный столбик. Таким образом. И так мы обвязываем всю нашу корзинку по кругу. Обвязали полностью нашу корзинку.
Снова вытягиваем нить из последней петли. Заводим крючок под первую косичку. С изнаночной стороны заводим крючок в середину косички и выводим нить на изнанку. Прячем немного нить между рядов и поджигаем зажигалкой, прилепляем к корзинке. И наша корзина готова. Спасибо за просмотр.